Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить лазанью. Лазанью знают все. Это прекрасное и очень вкусное блюдо, которое пришло нам из Италии, из провинции Эмилия-Романья. Рецептов лазаньи много, я даже не берусь их подсчитывать. Сегодня я вам предлагаю приготовить лазанью из фарша и грибов. Для этого нам понадобится розмарин 2 веточки, 1,5 луковицы и зубчики чеснока. Количество чеснока зависит от ваших пристрастий. И, конечно, листы лазаньи. Петрушка мелко нарезать, лук мелко нарезать. Здесь розмарин я порубила и чеснок я накрошила на мелкие кусочки. Конечно, фарш. Здесь 500 грамм говяжьего фарша. Если у вас есть смешанный фарш, возьмите смешанный фарш. Грибы 100 грамм. Их также надо мелко нарезать. И теперь приступаем к приготовлению соуса для лазаньи. Для этого в кастрюлю наливаем немного оливкового масла. Можете использовать любое растительное масло, которое у вас есть. Добавляем лук. Обжарим лук до прозрачности. После этого добавляем чеснок и розмарин. Обжариваем 1-2 минуты. Розмарин и лук отдают запах, аромат бесподобный, который мне очень нравится. Первоначально в Италии слово лазанья не относилось к названию блюда. Слово лазанья относится к горшку, в котором готовилась еда. Добавляем фарш. Обжариваем фарш до изменения цвета. И вы знаете, что самые ранние известные рецепты лазаньи датируются XIII веком, но в то время помидоров еще не было в Европе, поэтому первые рецепты лазаньи были без них. Как только фарш изменил цвет, добавляем грибы, хорошо перемешать, обжаривать не надо. Немного соли, орегано, перец, тмин, добавлю немного черного молотого душистого горошка. Мне нравится его аромат и привкус, но это не обязательно. В Италии национальный день лазаньи 29 июля. Добавим консервированных мелких рубленых помидоров, 2 банки по 400 грамм. Баночки я, конечно, помыла. Я воду добавила в кастрюлю. Петрушку. Все хорошо перемешать, довести до кипения и тушить под закрытой крышкой 30 минут. А тем временем приготовим соус бешамель. 4 столовые ложки сливочного масла растопить на среднем огне, добавить 4 столовые ложки муки, хорошо перемешать,
Как только не осталось комочков и масса закипит, постепенно добавить молоко. Каждый раз хорошо перемешивая до полного растворения комочков. Молока уйдет примерно 750-800 мл. Смотрите по консистенции. Удобнее перемешивать венчиком, конечно. Все делаем на небольшом огне, прогревая соус до легкого загустения. Вот такой консистенции должен получиться соус. Бешамель готов. Мясо с грибами готово. И теперь приступаем к сборке лазаньи. И вот здесь вот самое важное, совершенно не важно, какие листы лазаньи вы будете использовать. Многие говорят, нужно их отварить. Многие не согласны с этим, абсолютно все равно, поверьте мне. Главное убедиться, что в вашем соусе достаточно воды, чтобы листы впитали в себя жидкость. Листики я уже подрезала по форме. Бешамель, листы лазаньи, сверху мясо с грибами. Соус бешамель снова. Сколько слоев должно быть в лазанье? Исходите из размера и глубины вашей формы. Разровняем соус бешамель, слегка не придавливая. Сверху посыпать любым твердым тертым сыром. У меня два вида сорта. Это моцарелла и гравьера. И продолжаем в том же порядке формировать лазанью. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Последний слой бешамель, тертый сыр и моцарелла. Накрыть фольгой. Фольга не должна плотно прилегать к сыру, иначе она прилипнет, и отправить в духовку. Вверх-вниз 40 минут. Лазанья готова. Нежная, сочная. Все листы у меня хорошо пропитались соусом. Ее можно подавать сразу, хотя, если она немного постоит, то станет более цельной, и ее будет легче нарезать на порции. Посмотрите, какая она нежная. Я вам советую приготовить лазанью, устроить себе итальянский романтический ужин. Она еще горячая, поэтому формы у нее еще нет. Посмотрите, какая вкуснятина. А здесь она уже немного остыла. И посмотрите, как держит форму и какая она замечательная. Спасибо всем за просмотр. Благодарю за комментарии и лайки. Всем приятного аппетита и до новых встреч!